Всем привет, и это снова Даша в эфире. И я, наконец, год спустя доделала модель этого Петербилда. Эту модель я строила ровно год. И не потому, что она очень сложная, а просто потому, что меня не очень вдохновил этот прототип. Эту модель я сделала специально для моего давнишнего зрителя Игоря, и я просто была обязана ее закончить. Скажу сразу, результатом я недовольна, но зато я получила очень ценный опыт в работе с подобными моделями. А все необходимое для моделиста вы можете найти в интернет-магазине «Модельная лавка», а по этому промокоду у вас будет скидка на первый заказ в 200 рублей, а для последующих заказов используйте промокод Даша, и у вас будет скидка в 10%. Итак, пошли смотреть, как я помучилась с этим Петербилдом. Вначале я собрала раму, а она получилась просто огромной. Я не ожидала, если честно, таких размеров. Но и оно и логично, ведь сам по себе 24-й масштаб очень крупный, да еще и прототип совсем не маленький. А потом я собрала двигатель и тут же столкнулась с первой проблемой. Головка блока цилиндров уже окрашена в отвратительно алюминиевый цвет и никак не хотела приклеиваться ни на модельный клей от Tamiya и ни на суперклей. Кстати, двигатель тут тоже не маленький, рядные разработки Detroit Diesel, если я не ошибаюсь. Далее я временно поженила раму и двигатель, чтобы просто примерить. А потом я собрала монструозную кабину со спальником размером с небольшую комнату. И меня всегда удивляло, почему в таких больших кабинах не предусмотрен, если не душ, но хотя бы биотуалет. Я думаю, что это было бы очень удобно, особенно в России и особенно зимой. А следом я примерила кабину с рамой, чтобы понять масштаб бедствия. И теперь модель стала мне напоминать настоящий грузовик, но очень большой. Красным грунтом загрунтую модель двигателя. Пластик у модели, кстати, очень специфичный. Нечто среднее между обычным модельным пластиком, который использует, например, та же фирма «Звезда», и пластиком от моделей фирмы АВД. Ох, сколько грунта я потратила на эту модель, просто не сосчитать. В этом видео я хочу рассказать про историю работы американских тягачей в России, ведь буквально лет 5 назад таких машин было полно на дорогах России, а сейчас, если я вижу, то очень редко. По-моему, американцы почти вымерли на русских дорогах, так что давайте разбираться. Расцвет американцев в России пришелся на первую пятилетку нулевых, хотя эксперимент по ввозу секонда из США начался и раньше, и датируется он 1995 годом. Бэушные заокеанские тягачи казались космическими кораблями на фоне зачуханных КАМАЗов и МАЗов, и быстро расплодились и заполонили грузовой рынок нашей страны. По данным Государственного таможенного комитета, в 2003 году в Россию было импортировано всего около 200 американских грузовиков, а уже через пару лет эта цифра возросла до 4500. В приятно графитовый черный цвет я окрашу раму, и мне кажется, именно в такой цвет должна быть окрашена рама у этой модели. И тут в ход шла краска от фирмы АК третьего поколения. Спустя 100 слоев краски у меня получился вполне сносный результат – приятный глянцевый отблеск. В Россию преимущественно поставлялись партии машин после 4-5 лет эксплуатации в Америке с пробегом в 500-700 тысяч километров. Палитра вторичного рынка в нашей стране была в основном представлена марками Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, Western Star. Встречались также Volvo, Mack и Sterling, но погоду они не сделали. В начале существенная доля реализации поддержанных американских машин приходилась на тягачи Freightliner и International. И все потому, что Freightliner перехватил у своего интернационального конкурента портфель заказов от крупных американских перевозчиков с обременением принятия чужеродной техники в счет своей новой продукции. И костяк вторички в основном составляли и тягачи Freightliner Century и бескапотник International 9800. Наряду с бэушными автомобилями к нам в небольших количествах поставлялась и новая техника. Например, такие характерные представители Дикого Запада, как Freightliner Columbia SL120 и Freightliner Legacy. Машины были оснащены 14-литровыми 475-сильными Detroit Diesel и 10-ступенчатыми коробками передач. Сертифицированные под Россию грузовики почти не отличались от своих американских собратьев. Идентифицировать их можно было по европейскому расположению габаритных фонарей на кронштейнах и по метрическим шкалам приборов. В основном они оставались типичными американцами, с такими атрибутами сытой заокеанской жизни, как регулируемое с водительского места положение седла или электронная система самодиагностики.
Пока рама сохнет, я займусь кабиной, и для начала я ее тоже загрунтую, только уже не красным, а серым грунтом. Красный у меня к тому времени уже закончился. А теперь настало время красить кабину в основной цвет, и для этого я использую краску от АК серии Extreme Metal черного цвета. Краска идет уже жидкой и вонючей, так что красить я советую в окрасочной камере или же в хорошо проветриваемом помещении. И, кстати, я давно не красила эмалевыми красками. Может быть, поэтому меня так запах сильно и обескуражил. И этой краской, оказывается, надо красить в несколько слоев, и результат будет виден не сразу. Так что эта краска требует некоторого опыта. В докризисный период процентный показатель импорта янки в общей доле возимых тягачей подскочил до немыслимых 80%, и на то были свои причины. Европейские двухосные тягачи не вполне устраивали перевозчиков, работающих на востоке и севере страны, и в этих регионах от тягачей требуется большая тягловая динамика, проходимость и управляемость в трудных дорожных и погодных условиях. Первые американские ласточки приобретались по случаю на авось, а вдруг. Впоследствии они зарекомендовали себя для российских условий эксплуатации с лучшей стороны, и к тому же они были очень экономны по топливу. Примерный расход составлял 35 литров соляры на 100 километров пути. Американцы по сравнению с европейцами подкупали дальнобойщиков своей простотой и, соответственно, очень надежной конструкцией, основу которой составляли прочная, фактически вечная рама и столько же долгоиграющие, мощные и неприхотливые силовые агрегаты, а также менее капризная подвеска. Настало время поработать ручками, я окрашу кабину изнутри, стены у спального отделения мягкие. И судя по фото в интернете, кабина большинства Питербилдов окрашены в серый цвет, им я и покрашу кабину. Использую я краски от фирмы Pacific. Кстати, кабина сделана довольно аскетично, просто кровать и все. Ну да, а что еще? Помимо мягких стен и нужно, чтобы не скучать во время рейса. Я, кстати, смотрю несколько видеоблогеров, где выходцы из СССР работают дальнобойщиками в Америке. И один из них как раз-таки и водит Peterbilt. И в кабине у него как-то побогаче. У него там куча ящичков, есть холодильник, микроволновка, разные розетки, а тут просто кровать. Окрашу пол в охру и покрывало фиолетовый цвет. И пусть кабина будет чуть повеселее, что ли, а то она какая-то очень скучная и серая. Что касается моторов, ресурс американских дизелей достигал упомрачительных величин, доходя порой до 3 миллионов километров и даже более. Причем более объемистый по сравнению с европейцем литраж и меньшая степень сжатия давали ощутимую прибавку в тяге и меньшую нагруженность конструкции. Ресурс двигателя американских грузовиков превосходил аналогичную характеристику европейцев чуть ли не в 2 раза. На ввозимых машинах тон задавала тройка двигателей. Это Caterpillar, Cummins и Detroit Diesel. Любопытно, что встретить дизель европейского производства на американцах, созданных в альянсе с производителями из Старого Света, такими как Volvo или Freightliner, было практически невозможно. К слову, американские дизели не соответствовали европейским нормам Евро-4 и Евро-5. По мнению мотористов, принципиальной разницы в том, какой двигатель стоял на тягаче, не было. В черный окрашу торпеду и панель приборов моего Питербилда. Также в серый я окрашу внутреннюю обшивку рабочей кабины. Cummins, несмотря на то, что американские тягачи в принципе не слыли гурманами, реагировал на некачественную соляру выходом из строя дорогих насос-форсунок, а для снятия распредвала требовалось раскидать пол мотора. Для Detroit Diesel и Cummins были предусмотрены ремкомплекты турбин, а у Caterpillar турбина, стоившая по $2000, менялась в сборе. Стоит также упомянуть и об эстетической стороне вопроса. Редкий романтик дальних странствий мог устоять перед шармом величественных американских насатиков. К тому же капотная компоновка с ее дополнительными 1,5 метрами жизни сказывалась и на предпочтении из-за лучшей безопасности. Стойкая неприязнь американских дальнобойщиков к машинам без капотной компоновки, приведшая к вымиранию этих машин в арсенале заокеанских перевозчиков и, соответственно, и в производственных программах производителей, со временем передавалось и нам. А вот здесь я окрашу в серо-черный цвет сиденья водителя и пассажира.
Окрашу приборную панель в характерный для Peterbilt цвет под дерево. Краску я специально сделала чуть пожиже, чтобы она растекалась между циферблатами. А на этих кадрах я прорисовываю циферблаты бортовых приборов. Это довольно сложная и кропотливая работа, но результат мне в целом нравится. Эксплуатация американца отличалась своей спецификой. В Европу на нем из-за ограничений по длине въезд был закрыт, но в российские нормативы того времени заокеанская сцепка укладывалась легко и не представляла собой проблему при перемещении по нашей стране до определенного времени. Впоследствии европейский стандарт в 16,5 метров был узаконен и в России. Преимущественно к нам поставлялись сидельные тягачи, но впоследствии ситуация изменилась. Строительный бум обусловил ввоз заокеанской спецтехники, самосвалов, бетономешалок, цистерн, бетонных насосных станций. И в 2008 году на российском рынке даже начались продажи американского бескапотника International 9800i с колесной формулой 6х4, производство которого было даже организовано под Санкт-Петербургом. Но влияние кризиса 2008 года и ввод запретных пошлин на заокеанские подержанные грузовики существенно поубавил число дальнобойщиков, одержимых американской мечтой. С тех пор засилье американских грузовиков, достигшее на федеральных трассах почти трети от общего числа конкурентов, плавно пошло вниз, и эстафету подхватили грузовики европейских брендов. И алюминиевой сухой кистью я пройдусь по панели приборов, чтобы сымитировать алюминиевые ободы циферблатов. И напоследок я приклею парочку декалей, чтобы оживить внешний вид модели. И вот такой у меня получился Peterbilt. И если честно, я не очень довольна своей работой. Я могу лучше, но это был мой первый опыт работы с моделями в 24 масштабе, да еще с грузовиками. В общем, работа была очень сложная, долгая и не очень вдохновляющая. Этот проект у меня занял ровно год, и мне откровенно не очень нравится прототип, поэтому работу над этой моделью я откладывала просто как могла. Но дело надо было сделать, так что я молодец. Увидимся на следующих стройках. До новых встреч. Пока-пока.